So, I'm non-binary. Что, заклеймили этаж всем интернетом? Отжимаетесь теперь, по делам вам будет. Как можно ругать Veilguard за такое, когда в игре куча гораздо более важных проблем? Ведь многие такого не ожидают, но тема гендеров, местоимений и удаленных грудей присутствует почти исключительно в редакторе персонажа и в личных, необязательных для прохождения квестах TH. Все. На огромную 55-часовую игру. Понимаю, она может триггерить, может подрывать доверие к авторам, но она не делает погоду сама по себе, как не сделала в случае с предыдущими частями Dragon Age, с Киберпанком, с Baldur's Gate 3, где радуга тоже, знаете ли, пробивалась нередко. Зато когда игра в целом разочаровывает, очень соблазнительно выбрать такую козу отпущения и назначить ее маскотом всех вейлгардовских бед. Ну а за очевидной кринжатой будут скрываться уже другие, не менее раздражающие вещи. А что новая игра BioWare народ разозлила – факт. Первые восторженные обзоры тонут в дизлайках. Пользовательский рейтинг на Metacritic показывает срамные 3,9, но в Steam, где для оценки надо сперва сыграть, выводятся уже куда более приличные 72% положительных отзывов. Да, конечно, это те, кого не отпугнула ужасающая промо-компания и сам внешний вид игры, но со Старфилдом же так не сработало. Да и по обсуждениям видно, что многим игра неиронично понравилась. Так кто же прав? Я прошел Veilguard от начала и до конца, изучил все местные активности и развилки и готов решительно заявить: сложно все тут. Сейчас расскажу почему. Сложно начинается со старта, когда спрашиваю домашнее задание. Надеюсь, вы помните события Инквизиции, потому что иначе разобраться в завязке будет непросто. За один первый час на нас вываливают Варика, который бывший спутник Инквизитора и Хоука, пришел в столицу Тевинтера мешать лысому эльфу Солусу. Самого Солуса, который тоже бывший спутник Инквизитора и по совместительству древний эльфийский бог. Двух других эльфийских богов, которых Солус в незапамятные времена заточил за границей Завесы. Наконец, Завесу, которая разделяет мир живых и мир духов и сейчас вот-вот порвется. Зафиксировали? Забудьте. Варик после пролога прилег на кровать, да так там и остался. Солос пару раз появится во снах лайф-коучем и до самого финала будет чилить в сторонке. Завеса в безопасности, никто ее не рвет. То есть все подвязки к старым частям вывалили нам на голову и тут же замели под ковер. Заниматься будем другим. Ведь у нас вылезли два бога-суперзлодея, которые хотят поработить мир, и им надо сломать лица. Поскольку всем остальным, включая Инквизитора, десяток местных империй, героев предыдущих игр, пофиг, бороться с мировым злом, которое буквально закрывает солнце, предстоит нашему аватару Руку. А он, кстати, вообще кто? Ну, как сам герой честно говорит в одной кат-сцене, я не знаю. Вроде как правая рука Варика и дальняя веточка Инквизиции, но с последней никак не связан и действует на свой страх и риск. Рук не часть какой-то организации, не получивший суперспособность избранный, не наследный принц, заботящийся о своем королевстве. Просто некто с кучкой драганов на побегушках. Разве что прописку у портала случайно получил. Поэтому, когда ему на полном серьезе предъявляют, что он не пришел и не спас город от злого бога, выглядит это как трагедия идиотизма. А чего Семена Аркадьевича с сантехника Дуковского в том же не обвинят? Я тут где-то записывался города спасать. Договор покажите. Ну, раз сценарист велел, впрягаемся. Спасать мир мы будем по рецепту предыдущих игр BioWare. Всех сразу. Во-первых, надо собрать команду из самых крутых специалистов в своей области. Завербовать, добиться лояльности, правильно применить. Во-вторых, нам понадобится поддержка союзников, поэтому бегаем по всему континенту, решаем чужие проблемы, чтобы армии разных цветов народов пришли на помощь. В-третьих, нас ждет финальная самоубийственная миссия, где как раз выяснится, насколько хорошо вы подготовились и узнали своих спутников. Будет очень опасно. Прапор может не выжить. Итого 7 спутников, 6 фракций, с которыми они связаны, и 6 больших локаций, плюс одна лично для Рука. Вся игра – это выполнение квестов организаций и напарников. Ну и раз в главу будет происходить что-то глобальное и сюжетное. Схема проверенная еще, простите мне сравнение, второй частью Mass Effect. В комнате Рука даже рыбки есть. Но чтобы выделиться на фоне предшественников, нужна фишка. И фишкой Veilguard стал масштаб. Вот в Mass Effect 2 было 3 акта главы. Знаете, сколько их в Veilguard? 14! 14 глав, почти на каждую из которых приходится по пачке квестов напарников, заданий фракций, сюжетное приключение и куча активностей. Под них нам выделили целый набор регионов. Столицу Тевинтерской империи, Венецию, типа эльфийский лес с развалинами,
тропический берег, моровую пустошь и многоярусный некрополь. Из-за них разработчиков хвалю, безо всякой иронии. Таких городов в серии не было никогда. Иду по монструозному Минратосу и со слезами вспоминаю куцую площадь с одной улицей, что символизировало столицу Орлея в Инквизиции. Да, это не Новиград из Ведьмака, и даже не любой город из Assassin's Creed. Это лишь декорации, где манекены-статисты прибиты к полу, и с ними даже никак не повзаимодействуешь. Ну, разве что котиков можно погладить. За котиков тоже хвалю. Но даже так это несоизмеримо лучше всего, что было в серии раньше. Декорации отрисованы с любовью и готовы рассказать собственные истории. С местным освещением можно любоваться любой катсценой, какой бы нелепой она ни была. По грандиозным задникам видно, что ты пришел в мир ожившего эпического мифа. Немножко деревянно, да, но красиво же, черт возьми. За что не хвалю, так это за то, что места мало. 14 глав, напомню. Поначалу локация совсем небольшая, открыта только ее часть. Затем по сюжету пускают дальше, потом появляются спутники, и их уникальные умения позволяют убрать препятствия, блокировавшие проход в новую область. Открываются срезки и проходы, так что это еще и Dark Souls немножко тоже, да. Занятий тут глобально 3. Убивать врагов, решать головоломки уровня 5+, причем речь об IQ, для которого их примитивность становится оскорбительной, и открывать сундуки, которые расставлены здесь повсюду десятками и сотнями. Видимо, только их производством и живет Тедос. Но даже с учетом роста локаций, места на них не хватает. Когда в 5-й раз переходишь один и тот же ручей по одному и тому же бревну, хочешь уже, чтобы пришел Кодзима и построил тут мост. В каждом из актов здесь проходит по несколько заданий, и локации оказываются истоптаны уже вдоль и поперек. Ага, как в компактной Dragon Age 2. Еще и активности безбожно повторяются. Не один десяток раз придется отмывать скверну порождений тьмы. Отыщи все нарывы, разблокируй закрытые, параллельно отбивайся от бесконечно спавнящихся чудищ. Вейлгард – симулятор клининга. А враги сами рады регулярно возрождаться, из-за чего быстро начинаешь мимо них в наглую пробегать, лишь бы не ввязываться в очередной рутинный бой. Потому что боевка тоже страдает от масштаба. Она неплохая. Рук по традиции может быть воином, магом или разбойником. Но поскольку тактический режим вырвали с корнем, привычных ролей и командной работы тут нет. Нельзя стать магом поддержки или атакующим из тени убийцей. Без тебя врагов никто не убьет, ты в любом случае главный герой боевика. Так что геймплей на Dragon Age окончательно превратилась в аркадный экшен, хорошо знакомый любому хоть раз запускавшему последние части тех же ассасинов. Пара видов атак, блок, перекат, тройка активных умений до ульта. Различия между классами есть, но не то чтобы существенные. В любом случае придется часто бить в ближнем бою, постоянно дэшиться от врага или к нему, вот тут класс как раз решает, и прожимать по кулдауну умения. За спиной будут вертеться 2 бессмертных спутника, у которых тоже надо активировать способности, чтобы от них была хоть какая-то польза. Некоторые умения работают в синергии и вместе бьют сильнее, чем по отдельности. Быстро учишься использовать исключительно их. Вообще быстро учишься. Нащупав лучшую комбинацию напарников и умений, применяешь исключительно ее. Все враги становятся известны и понятны где-то к 5-й главе. А затем 9 оставшихся монотонно закликиваешь все те же пачки Венаторий и порождений тьмы, уже без участия мозга, чисто на рефлексах. Потому что разработчики не любят удивлять и придумывать новые игровые ситуации, зато очень любят умножать. Одолел 2 огров? Вот на тебя спрыгивают еще 4! Довел здоровье босса до 0? Так он его восстановит, забивай снова. Сразил дракона? Получи 2. Драконы вообще моя личная боль. Потому что их тут много, и эти драные ящерицы абсолютно одинаковые. Вас всегда сбрасывают впустую, как голова геймдизайнера арену. Сверху кидают 3-этажное чудовище, долбите его 15-20 минут реального времени, потому что ему выдали кучу хипов. Это не интересно, это не сложно. Я на среднем уровне не загружался вообще ни разу. Это просто утомительно. А драконов по сюжету и побочным квестам придется перебить с десяток, не говоря уже про мировых боссов. Будь игра раза в 2 короче, это бы так не раздражало. Ведь тут и управление приятное, и комбинаций ударов заготовлено немало, и эффекты хоть и заливают порой весь экран, зато передают чувство горячего напряженного сражения. Но нам подготовили очень длинную кампанию и не придумали, чем ее заполнить, кроме бесконечных повторов одних и тех же боев. Хотя глобально боевка пойдет, это не убийца игры, она как минимум не хуже, чем в Инквизиции. Локации и вовсе отличные.
То есть мы получили пусть и растянутое, но неплохое фэнтезийное приключение, если только сценаристы не написали совсем уж срамоту. Не написали же, а, Арагорн из старого мультика? Сердце игр и вообще приключений такого рода – напарники. Зачастую даже не так важно, чем именно вы занимаетесь по сюжету, если спутники вышли интересными и обаятельными, если с ними приятно проводить время, если они хорошо вписаны в само игровое пространство. Здесь каждый заход в игру начинается с показа всей команды Рука, что тоже задает приоритеты. И вот вам очень показательная сцена. Та самая Тааш крайне недовольна нашим некромантом, который в соседней комнате режет мертвецов. Приходит в его комнату и разгорается конфликт. У Шепарда такое бывало, и дерущихся кошечек приходилось разнимать чуть ли не силой, лишь бы они не застрелили друг друга раньше секса перед финальной миссией. В Baldur's Gate 3 перепалки в лагере вообще могли привести к гибели сопартийца даже без участия игрока. Тут же... Тааш, отнесись с пониманием к увлечениям коллеги. Эмрик, постарайся не задевать чувствительные темы, Тааш. А сейчас все друг перед другом извинятся, и впредь мы не будем поднимать эту тему, ребята. Самая ярая перепалка в игре. Надеюсь, вы прочувствовали накал. Вейлгард – симулятор HR. Что бы ни случилось, напарники будут предельно вежливы, и если хотя бы тень нанесенной обиды замаячит в личном деле сотрудника, выскажут искреннее сочувствие и сожаление. Потому что самое страшное в мире Dragon Age – это не так высказаться и кого-то обидеть. У каждого спутника есть свой конфликт. Ну, как конфликт? Тема, которой он готов предаваться бесконечно. Некромант хочет стать личом. Изобретательница копает эльфийское наследие. Журналистка расследует подозрительные события. Вот этот знойный испанец делит тело с демоном ярости. И оцените, как оно подается. Нам показывают катсцену их перепалки, где Луканис спрашивает, демон отвечает. И мы их видим и слышим, а наш персонаж – нет. Ну а здорово было бы, если бы мы имели ту же информацию, что и Рук. Могли бы вместе с ним предполагать, что там за дух сидит в ассасине. Сидит ли вообще, или тот уже просто сошел с ума. Получили хоть какую-то дилемму, талику неоднозначности. Но неоднозначность – грех. Это, видимо, вообще кредо местных сценаристов. Проклятая интернетом Тааш живет с мамкой и жалуется, что не хочет быть ни мужчиной, ни женщиной. А та ее не понимает. И нельзя не отмолчаться, не высказаться против, ни даже нейтрально, ни на сторону мамки встать. Только искренне поддержать путь к небинарности и, да, выслушать то самое. I'm non-binary. Хотя будет даже одна развилка. Можно сказать Тааш, что вот, прими же кунарийскую культуру, где есть специальное слово для таких, как ты. А можно наоборот, предложить ревейнскую культуру, где есть специальное слово для таких, как ты. И так устроены все сюжетные ветки напарников. Дюжину глав они будут ныть о какой-то несвязанной с сюжетом ерунде. Я назвал метание Тааш ерундой? Извините, пожалуйста, я на минутку. One, two. Фух, вы их в обязательном порядке поддержите и скажете, что они, конечно, правы, а остальные нет. В конце дадут выбор, который ни на что не повлияет. А если кажется, что повлияет, то вы удивитесь, как его цинично на ваших глазах тут же обнулят, и все. В этом не будет нерва. Если с проблемой связан какой-то близкий персонажу человек, он со сцены обязательно сойдет. Если есть интересная концепция, вроде внутреннего демона, то на нее по ходу дела просто забьют. А беззубость истории поразит даже младенца, смотрящего как триллер «Спокойной ночи, малыши». Например, жестоким способом обращения с душегубом, предателем и властолюбцем будет заключить того в тюрьму. Контекст делает это гильдия убийц. Это точно та серия, где Варику приходилось убить брата, а Мериль могла вырезать собственное племя. Нас пытаются убедить, что в этом мире бушует самый страшный за всю историю мор, от которого ежедневно жуткой смертью гибнут тысячи людей. А кроме этой своей темы, напарники ничего предложить не могут. У них нет ярких характеров, колоритных фраз, запоминающихся сцен. Если вдруг не бесит, уже отлично. Я вот не брал с собой местного серого стража, потому что знаю, при любом случае он начнет бубнить что-то бессмысленное своим глухим голосом. А иконку выбора персонажа вообще хотелось заклеить на мониторе изолентой. Меня что, призывают сыграть в мобильный кликер с кричащей рожей на ярлыке? Есть парочка героев, которые, ничего. Где-то актриса озвучки вытянет эмоцию, которая ее героиню немного оживит. Где-то внезапно пробьется дух семейки Адамс. В
других играх BioWare это были бы герои-аутсайдеры, оставленные на второе или третье прохождение. Но здесь они лучшие, среди самых пресных, раздражающих, многословных и при этом невероятно пустых персонажей, с которыми вас заперли в одной комнате на 14 глав. Еще и, я утверждать не возьмусь, точно не знаю, но если придумаете объяснение лучше, то напишите. Собраны они будто по той знаменитой схеме Blizzard, где единственный значимый для персонажа параметр – его инклюзивность. У нас тут, конечно, есть представители всех народов современной Калифорнии. Небинарная персона, великовозрастный инфантил и женщина с ампутированной ногой. Играет ли это какую-то роль в истории персонажей, в развитии дальнейших событий? Нет, конечно, кроме Тааш. Это, как сейчас говорится, токен. Есть просто чтобы есть. Поставили галочку и едем дальше. А ведь был буквально в прошлой части чародей Дориан, у которого формально тоже галочка стояла. Но это был интересный персонаж с трогающими проблемами, что наводит на еретическую мысль. Может, не тема виновата, а все же никакущие авторы? А не брать этих напарников в команду нельзя. Ведь тогда можно подумать, будто они и не нужны, а такого сценаристы себе позволить не могут. Токсично как-то получится. Хотя и сюжет, и игрок прекрасно бы без них обошлись. Вот пиксаровский некромант забавен, но зачем его приглашали, я так и не понял. А если по традиции BioWare вы рассчитываете на чувственные романы, то забудьте сразу. Из персонажей методично вытравлена всякая эмоция, так что никакой страсти они выдать просто не способны. Да еще и всепоглощающий пуританский настрой не помогает. И наш герой, Рук, этой команде совершенно под стать. Ему выдали колесо реплик с иконками дипломата, остряка и грубияна. Но ведь грубостью можно оскорбить, шутки воспринять неоднозначно, а неоднозначность – грех. Поэтому на все он выдает одинаковые, скучные ответы, лишь бы не задеть хоть сколь-нибудь чувствительную тему. Все, что он может выдать, это вариации «ты молодец», «мы справимся», «не переживай, все получится». Однажды выясняется, что ключевое положение одной из местных религий ложно. И Рук может сказать, что все равно будет верить, что суть-то не в фактах, а в идее, что ему очень жаль, раз это открытие принесет кому-то боль. Не допускается и мысли пошутить или позлорадствовать, даже если это очевидно предполагает происхождение героя. Я проходил за эльфа, а это раса в Тодосе на особом положении. Под особым положением я имею в виду, что все их ненавидят, презирают и даже пинать отказываются, чтобы ботинок не запачкать. И вы думаете, кто-то хоть раз обошелся с Руком грубо из-за эльфийского происхождения? В сердце рабовладельческой империи, которая страну эльфов как раз в свое время и разнесла, и до сих пор их страшно угнетает? Да нет, конечно, это ведь был бы расизм, а расизму не место в мире фэнтези. Зато неоднократно дают возможность заявить, что мне стыдно быть эльфом. Ведь 1000 лет назад некоторые наши маги поубивали титанов. Вейлгард – симулятор извинений. И остальные персонажи точно такие же. Вот появляется Морриган. The leader of the new Inquisition, delivered from the grasp of the Fade by the hand of blessed Andraste herself. Простите, так она появлялась в Инквизиции. Надо сделать скидку на Вейлгард. Вот появляется Морриган. I dare say it was a show of force. Lady Morrigan? 'Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. Ну помните, это Морриган. Just what would you do if your mother died? Before or after I stopped laughing. Right, very creepy. Forget I asked. И начинает говорить, как рада она видеть Хардинг. Какие молодцы все собравшиеся. Как хорошо у них все получается. Ой, а вы не знаете, что делать. А попробуйте найти тот могущественный артефакт, вокруг которого весь сыр-бор. Его же на пол уронили и забыли. Люблю, целую, ждите открытку на Рождество. Вейлгард – симулятор убийства характера. Именно это, нераздутая тема меньшинств, скверно пожирающая новую Dragon Age. Над Тааш легко смеяться и тыкать в нее пальцем, но это небольшая и не обязательная часть долгой игры. А вот бесталанная писанина будет с нами от начала и до конца. Ее не получится поставить на игнор в дальней комнате, ожидая финальной миссии и возможности отправить на смертельно опасные задания. Осуждаю тех, кто так поступил. Тем удивительнее, что сюжетные квесты – это лучшая часть игры. Я сейчас не про геймплей. Тут те же самые бесконечные бои и элементарные головоломки. Я про уровень постановки. Это то, как мы для себя представляли события старых игр, проходя их на технологиях 15-летней давности. Открытие новых фантастических мест, масштабные штурмы замков, горящие города с охваченными боями улицами. Постановка полностью оправдывает звание масштабного, тут в хорошем смысле, фэнтези-приключения, которым и должна была стать 4-я часть.
Финал выдает несколько часов непрекращающегося эпика, где под ногами горит земля, вокруг рушится город, над головой ведут схватку древние чудища, а ты, сжав зубы, бежишь к цели и даже не предполагаешь, что может ждать впереди. Смотришь на это и веришь, что сейчас решается судьба мира. Если бы в первых трейлерах показывали не фортнайтовские гэги, а это... С совсем иным настроем фанаты ждали бы новую часть. Нам даже вдруг дают что-то решать, кому что доверить, кого на какой участок фронта отослать. Да, как в самоубийственной миссии на базе коллекционеров. Ну так хороший же ориентир. Почему бы действительно не поучиться на одной из лучших миссий в истории жанра? И чувствуешь, что отбились наконец твои усилия по сбору команды и поиску союзников. Это что касается больших сюжетных заданий. Увы, писали их те же сценаристы, и это заметно. По-настоящему интересный конфликт с Солосом, разрешение которого ждали 10 лет, променяли на борьбу с двумя злыми злодеями из детских мультиков, которые на экране-то кроме босс-файтов считай, что и не появляются. В ходе кампании дадут принять одно важное решение, которое повлияет на облик города, подбросит альтернативный набор квестов и ожесточит спутника. Одно, второго уже не дадут. Появятся издевательские надписи вроде «Этим поступком вы нажили себе могущественного врага». А нажитый могущественный враг появится снова через 15 минут и тут же бесславно помрет. Очень рад, что игра запомнила мой выбор. И концовка, по сути, одна. Меняется разве что настроение, с которым ее встречает один из персонажей. В остальном, можно даже сейвы в следующую часть не переносить. Все тут прибито сюжетными гвоздями. Спускаемся на второй уровень квестов, где нас как раз ждут задания спутников. Тут уже и эпик поменьше, и переливание из пустой головы в порожнюю встречается куда чаще. Зато появляется новый тип геймплея – ходить по локации и собирать что-то по ней разбросанное. Разработчикам идея очень понравилась. Поэтому вы будете искать продукты, газеты, цветы, улики, камни. И ничего криминального в том, чтобы отдохнуть от битв и побродить под болтовню напарника, нет. Но не столько же раз и не под такую же пресную болтовню. А когда дело доходит до расследования, есть тут и квест детектива, то мы занимаемся тем же самым. Потому что в диалогах нельзя ни надавить, ни подкупить, ни выболтать нужную информацию, не ошибиться с подозреваемым. Просто ходи и собирай сведения у неписей, как камни. Ведь Dragon Age The Veilguard не ролевая игра. Это приключенческий экшен, в котором сохранились рудиментарные огрызки, вроде создания персонажей и диалогового колеса, где все варианты одинаковы как по последствиям, так и по настроению. Если раньше нас ставили перед противоречивой ситуацией и спрашивали, как игрок поступишь, выбирай, но будь готов пожать плоды своего решения, то теперь так нельзя. Всегда есть один правильный выбор, который за тебя, избавив от метаний, уже сделали разработчики. Поэтому здесь нет отыгрыша, нет характера героя и нет влияния на мир. Есть только очень плохо сделанная его иллюзия, которая совсем уж рассыпается на третьем уровне преисподней, квестах фракций или же регионов. Тут становится видно, что над напарниками еще старались. Это почти исключительно «сходи в дальний угол, убей всех врагов». Но бывает интересней. «Сходи в другой регион, убей там босса, принеси с него камень, чтобы открыть угол здесь, где убей всех врагов». Или даже «Ого, по миру разбросало 3 боссов, убей их всех и получи приз – 4-го босса». Изюминка таких квестов, что все боссы зачастую одинаковые, и ты просто много раз делаешь одно и то же. Так что восклицательные знаки очень скоро начинаешь обходить стороной, ведь ничего стоящего они почти наверняка не принесут. Вот вам и вручную сделанные квесты без «подай-принеси». До этого надо еще дорасти. Задания локаций могли бы работать на раскрытие мира, на познание лора, но здесь нет связанных с ними интересных персонажей, и здесь нет мира. В Origins нам показывали целую прошлую жизнь героя. В сиквеле – дорогу в Кирквелл и прибытие в город. Здесь сходу бросают в Минратос, столицу Тевинтера, не познакомив ни с чем. Кто мы, куда идем, где находимся – загадка. И в дальнейшем ситуация не меняется. Вот зададимся вопросом, где вообще находится Минратос? В пустыне? В тундре? В джунглях? Что вокруг столицы? А много ли в стране городов? Сильная ли у нее армия? Давит ли Тевинтер на соседей?
Я не в курсе, в игре этого не показывают. Я из прошлых частей знаю о Тевинтере больше, чем мне рассказали здесь, в игре про Тевинтер. С карты мы телепортируемся между столицами держав, но нам не задают контекст, сеттинг. Вот мы пробиваемся к порталу в загадочную Антиву, заходим в него, кат, и уже стоим на мосту, разговариваем с местным связным. Как сюда попали, что там на выходе из зеркала, неясно. Инквизитор сообщает, что у них далеко на юге жара, генеральная репетиция апокалипсиса и, возможно, уже релиз. Но вот приехал посидеть поболтать в кафе, Мор подождет. Здесь нет того, что составляет тело приключения. Путешествия, деталей быта, мелких штрихов, из которых складывается большая картина. Мир рассыпается на те самые точки интереса, между которыми по необходимости телепортируются герои. Так что остается непонятным, как он выглядит и как устроен, не дают его прочувствовать, и поэтому в него не веришь. А если не веришь в мир, то и судьба его перестает волновать. Это как последние сезоны Игры Престолов, но если не было бы и первых. Другая беда – вырождение в амазоновское фэнтези вроде «Колец власти». Любой игрок должен видеть себя в любой роли. Поэтому у нас есть остроухие китайцы, остроухие зимбабвийцы, остроухие индусы, а эльфов нет. Раньше эльфы могли быть смуглыми, могли светлокожими. Но у них был свой, не похожий ни на один из людских народов фенотип. Худощавая фигура, вытянутое лицо и длинный прямой нос без переносицы. Они выглядели чуждо. Теперь что эльфы, что гномы, что антиванцы – просто смесь земных народов с косметическим косплеем. Я не могу сказать, как выглядят жители Тевинтера, потому что у них нет своего этноса. Все страны теперь максимально инклюзивны. Так что даже не жаль, что в основной игре нет ни одного города гномов. Все равно ничего гномьего там бы не нашлось. И что самое обидное, все совершенно одинаково себя ведут. Не будет ни специфического ривейнского обращения, ни антиванских манер. Все усредненные, лишенные хоть капли колорита и индивидуальности люди. Видимо, прошли те времена, когда на озвучку загадочных далийцев старались подбирать актеров с валлийским акцентом, а гномы разили перегаром и ирландским произношением. Про характерные нравы разных народов уже и вовсе молчу. С врагами вообще не лучше. Помните тот жуткий стишок с глубинных троп Origins? Если играли, конечно помните, пусть и прошло 15 лет, потому что там в ролевую игру сумели ввернуть хоррор и заставили поверить, что порождение тьмы – это страшно. Seventh day she grew as in her mouth they spew. Eighth day we hated as she is violated. Здесь нас убеждают, что они стали еще смертоноснее, опаснее, сильнее, но затем выскакивает вот это. И вы зовете Лунтика на помощь, как раз его уровень угрозы. Порождение тьмы в новом дизайне выглядит не пугающе, а просто жалко. И распространение Мора из ожившего кошмара превращается во что-то вроде победного марша зефирного человечка из охотников за привидениями. Иногда нам дают возможность как-то повзаимодействовать с этим миром, стать его частью. Например, еще при создании персонажей ему нужно выбрать одну из 6 фракций. Окружающий проронит пару раз реплики в духе «А, так это ты, которого мы знаем столько лет!» и закончит на этом. Даже доступа к лучшим товарам, ради которого и надо выполнять унылые квесты фракций, не дадут. Гринди, как и любой другой ноунейм. Какой класс ты не выберешь, доступна будет любая броня. Маг может ходить в латах, а воин в мантии. Бонусы будут разные, но всегда вполне адекватные. Есть умения, позволяющие своровать зелье лечения у врагов. Так и у робота, и у призрака бутылочка в кармане найдется. Очень мило с их стороны носить ее с собой. Вроде все и мелочи, но бросается в глаза. А ведь из таких мелочей и складывается погружение в вымышленный мир. Нынешний Тедос не хочется изучать. Он не позволяет забыть, что нереален и ни к чему тебя не привязывает. Тут есть горы текста в кодексе. И вы скажете, вот там же наверняка написано и про мир, и про персонажей, и обо всем на свете. Но нет никакого интереса читать ни кодекс, ни бесконечные записки. Ведь не цепляет сама игра. Раньше можно было закапываться в лор и узнавать про династии Ферлдена, потому что это ведь история Алистера. Читать по ночам про эльфийских богов, чтобы попытаться понять, к кому взывала Мерель. А узнать побольше про игру масок Ролисианского двора захотелось сразу же, как мы сами, будучи инквизитором, свергли или спасли императрицу Селину. Здесь нет таких важных эмоциональных зацепок, поэтому декорации, увы, не живают. Если бы Veilguard была самостоятельной игрой, можно было бы всерьез рассуждать, проходное это приключение или немного авансом, но похвальное.
Да, стиль а-ля «мы немножко Дисней» на любителя, но раздражение не вызывает, а местами смотрится вполне симпатично. Локации продуманные и красивые, бои сносные, сократить бы их только раза в 2. Рады, что у авторов получилось, ждем следующего проекта с исправлением ошибок. Сценаристов только пусть разгонят всех до единого. Но эта игра нацепила на себя заголовок Dragon Age. А вот тут, извините, требования уже совсем другие. Вы продолжаете серию, где постоянно менялась боевка, скакал визуальный стиль, но всегда ее стержнем и самой сильной стороной оставались истории и персонажи, которых мы полюбили, за которыми были готовы следить даже на страницах комиксов и сопутствующей литературы. И вот эту, самую важную часть, вы сделали на таком стыдном уровне, что если у серии и сложится будущее, то залечивать этот шрам будут еще очень много лет. В одном я с восторженными обзорами полностью согласен. Да, это и правда возвращение той самой BioWare, которая сделала Андромеду.